Московская весна – девушка капризная. С утра может светить солнце, а буквально через 10 минут небеса разверзнутся, и черный асфальт покроется прозрачными пузырями от падающих капель проливного дождя. Про такую погоду в русском языке есть очень точное выражение «хозяин собаку из дома не выгонит». Но кое-кого и гнать не надо. Сами побегут, несмотря на дождь и слякоть. Повод серьезный. В Москве мастера окинавского карате Годзюрю Рюшикай, сенсей Сенаха Шигитоши и Тамаки Хиденобу, приехавшие по приглашению Павла Демьянова. Семинар прошел в новом зале школы «Белый журавль» Юнчунь Байхэцуань, мастера Андрея Огнева. Отыскать зал оказалось делом непростым, он расположился на территории завода. Но после нескольких неудачных попыток наша съемочная группа попала как раз туда, куда и стремилась. Группа промокших, но довольных мужчин со спортивными сумками явно свидетельствовала о том, что мы на месте. Проведение семинара по окинавскому годзюрю в зале «Белого журавля» Юнчунь Байхэцуань символично. Ведь именно в это фудзянское направление ушу уходят корни многих окинавских стилей карате и годзюрю в частности. Копии рисунков из старинной рукописи Юнчунь Байхэ, висящие на стене нового зала, весьма явственно показывают связь между техниками журавля и Окинава-ти. Фамилия Сенаха, она очень древняя, известная. Он из 36 китайских семей. Вот. Вместе, люди не знают, но мы знаем, что предок Сенаха сенсея, он ездил вместе с Хигаоно Канрё в Китай. Только Хигаоно торговал чаем, а Сенаха был переводчиком. А другой, я сейчас не вспомню, дядя Сенахи, он тоже переписывался. Вот. Морио Хигаоно тоже пишет в своей книге, что, по-моему, Тацухико Сакияма это была раньше фамилия Сенаха, он сменил фамилию. То есть по линии Сенах-сенсея ее можно проследить от Китая и до нашего времени, но они всегда очень скромные, и они не светятся. Поэтому я рад, что мне удалось найти их и попасть. Мейтоку Яги-сенсей родился на Окинаве в 1912 году. В 14 лет он начал тренироваться у основателя школы Годзюрю Чоджуна Мияги. В 1968 году император Хирохито назвал Мейтоку Яги живым национальным сокровищем за его вклад в развитие боевых искусств. Так что у Сенаха Шигитоши был легендарный учитель, и все знания он получал практически из первых рук во второй передаче. Мой сенсей Мейтоку Яги обучал нас настоящему боевому искусству. Мы должны были быть такими сильными, чтобы у нехорошего человека пропадало всякое желание вступать с нами в драку. Сейчас в современном спортивном карате совсем не используют макивару. От этого удары становятся слабыми. Мы же били макивару с утра до вечера, и удары были просто страшными. В начале семинара участники проделали все ката годзюрю от геки-сайдай до санчин. В традиционных окинавских школах, в отличие от современных спортивных направлений, изучению ката уделяется огромное внимание, поскольку именно в ката, как на полках исторического архива, хранятся все техники школы. В старину не было видеозаписи, не было магнитофонов. Все знания, которые окинавцы перенимали у китайских мастеров, они либо записывали на рисовую бумагу, либо запоминали устно. Поэтому ката являлись главным хранилищем и источником передачи знаний от мастера к ученику и син-дэн-син, от сердца к сердцу. Каждому ученику давалось 1-2 формы, и он должен был изучать их на протяжении нескольких лет. Таким образом, техники, заложенные в ката, впитывались на уровень подсознания и могли применяться в случае внезапной атаки автоматически.
В годжурю, как и в уэчирю, очень много ударов суставами пальцев и открытой ладонью. Они наносятся по болевым точкам и очень опасны. И в годюре очень много таких техник. Вся эта техника заложена в наших ката, и кому попало, ее раскрывать нельзя. Очень много деталей, и наше карате, оно больше, не знаю, не для соревнований, не для показательных выступлений. Невозможно идти с локтем вперед, грудью вперед. У нас входы идут в полоборота, ну, техники отличаются. Ну, я так хотел показать старую школу, которую мне удалось найти и вот влиться в нее. Старинные школы коурю отличаются от современных, как небо и земля. И, наверное, самое главное отличие – это то, что раньше, в старину, на Окинаве соревнования по тоди или окинавати не проводились. Другими словами, все техники были заточены не для получения очков и баллов в спортивном кумите, а для защиты своей жизни и здоровья в случае внезапного нападения. Многократная, методичная и многолетняя отработка простых, но эффективных движений якусоку кумите приводила к тому, что эти приемы запоминались на уровне подсознания и выстреливали автоматически в случае необходимости. Это все должны знать. Поэтому не возникает вопросов, когда люди из разных стран приезжают к сенсею, и какая-то аттестация, а кто-то говорит, нет такого бункая, такого невозможно присылать. Сенаха-сенсей демонстрирует различные бункай, техники, заложенные в ката. Каждая форма ката – это настоящий арсенал. Количество приемов, запрятанных в нем, огромное. И задача мастера – постепенно, шаг за шагом, год за годом раскрыть для учеников самые потайные хранилища этого арсенала. Приемы и техники ката пришли к нам из древности. Это глубокая старина, и все эти приемы прошли через века. Конечно же, в современном мире многое изменилось, но мы стараемся хранить эти знания не только как боевые навыки, но и как культурное историческое наследие, сокровищницу. Но если рассматривать эти знания с прикладной точки зрения, как приемы самозащиты, то здесь мы находим очень много ценной информации. Главное, необходимо понимать, что сам по себе прием – это не залог победы, а лишь инструмент. Меч или пистолет в неумелых руках могут лишь навредить владельцу. Поэтому все техники отрабатываются очень долго, много-много лет, от простого к сложному. И постепенно вот эти старинные рисунки начинают для нас оживать, приобретать смысл и боевое наполнение. Под конец первого дня семинаров окинавские наставники предложили всем участникам продемонстрировать любую ката по их собственному желанию. Первым эту эстафету открыл сенсей Павел Демьянов с ката Сэйпай. Затем выступил представитель школы уэчирю Денис Катаев, который показал ката своей школы.
Обладатель 6-го дана сенсей Вацлав Шимик, глава филиала Рюссикай Годзюрю из Чехии, продемонстрировал Сейсан Годзюрю Рюссикай. Мастер из Словакии Юрий Немчик, обладатель 5-го дана, показал вариант ката Сансейру Рюссикай, который существенно отличается от версий других окинавских организаций Годзюрю. Представитель школы Щорин-рю Сергей Ташбулатов из Москвы показал старинную окинавскую форму найханчи. Затем эстафету принял ваш покорный слуга с ката клана Наказата школы Окинава Щорин-рю. Ну и завершил этот небольшой, незапланированный Будда Тайкай гостеприимный хозяин зала, мастер Юнчунь Байхэ Цюань Андрей Огнев с демонстрацией таолу школы Белого журавля. Это мероприятие знаковое. Приезжают окинавские мастера, носители традиции. Это всегда большое событие в России. То есть хорошо, что в наше время мы уже часто встречаем таких гостей. А когда мы все начинали в 80-х, 90-х годах, об этом мы могли только мечтать. И поэтому это все равно праздник. Когда встречаешься с настоящими мастерами, носителями традиции, это праздник. А тем более Годзюрю, которая вышла, все-таки корни имеет свои фудзянского журавля. И я, как представитель стиля Юнчунь Байхэ, с любопытством смотрю на элементы ката и парной работы и вижу знакомые, родные приемы. Мне очень приятно. Второй день семинара начался опять с прогона всех ката Годзюрю Рюссикай. И это была монотонная и очень тяжелая работа. Впрочем, кто думает, что карате — это прыжки, сальто, бег по стенам и вертушки ногами, тот глубоко заблуждается. Исконное, изначальное карате, оно вот такое. Неброское, лаконичное, мощное и очень тяжелое в исполнении. И только при непрерывной практике с годами ваши мышцы и сухожилия начинают меняться. Постепенно включаются пружины и рычаги, которые раньше просто спали и не работали. Тело становится боевой машиной, готовой в любой момент к самообороне и контрнападению. Эта линия идет от Мэйтоку Яги, который, как известно, был одним из лучших учеников основателя стиля Чоджуна Мияги. Значит ли это, что эта линия древняя, что вот именно так и учил Чоджун Мияги? Или это интерпретация уже Мэйтоку Яги? Ну, мы этого никогда не узнаем, во-первых. Вот, но можно сказать, вот я сам наблюдал ката, те, кто делают по линии Хигасеко, и те по линии Яги Мэйтоку. Ката похожи. Те, кто делает линию Миядзато, Мори Хигаона, они отличаются. То есть можно разделить ката на до войны и после войны. 3 часа в первый день семинара, 3 часа во второй. Все 6 часов пролетели как один миг. Участники покидали доджо с чувством глубокого наполнения новыми знаниями и неподдельной радости от общения с настоящими реальными окинавскими мастерами, хранителями древних традиций.